вот эта фотография, где вы с галстуком, она когда была сделана? В каком В году? день моего ареста 9 марта 1949 года в Москве. Это я студент был, это МИИТа. Оделся я почему? Потому что в этот день вечером я с одной студенткой, у нас были абонементы в Московскую консерваторию, должна была там лекция быть по Бетховену. Я успел закончить 9 классов. И 9 классов. Не успел я уехать в Москву. Как-то так получилось. Мне надо было раньше. Если бы я раньше уехал в Москву, то я тут бы остался. И меня бы призвали в армию. В 42-м сразу, 24-й год пошел в армию в 42-м году. И моего возраста люди очень редко остались в живых. Они все остались там, потому что первые годы войны, 42-й год, это неудача полная, плен, погибли миллионы и так далее. А я не успел уехать. И меня застало как раз начало войны в Харькове. Значит, 17 числа утром, а отец куда-то со своей женой, мачехой моей, куда-то они на окраину города, куда-то к ее родственникам там поехали туда, они там были. И я в квартире оставался один. И вот слышу, тарабанит кто-то в дверь. Я подошел, открываю дверь, стоит немец. Я обомлел, как же так, идут упорные бои. А никого тут не было, не стреляли, ничего. И вдруг немец, солдат немец. Он молча заходит в квартиру и стал ходить по комнатам. Ну и я за ним хожу. Вот он подошел к гардеробу, открыл гардероб. А там висела отца форма связиста. Он, значит, показывает, коммунист? Я говорю, нет, радиоинженер. Он закрыл. Потом он подходит, значит, к буфету, а там стояла такая банка, литровая, наверное, банка с повидлом. Он эту банку забрал и сумку себе вставил и ушел. Ничего не сказал. Вот так немцы зашли. Я удивился, как же так, что ж такое? Стал радио. Опять поймал Левитана. Левитан, идут упорные бои за Харьков, немцы несут потери, столько-то пленных взяли, столько-то подбито танков там насчитал. Что-то такое. И целых 3 дня подряд вот такая была. Все время немцы уже тут стали приспосабливаться, уже вошли даже в нашу квартиру. Меня прогнали с этой комнаты, одну комнату заняли. И вот вдруг в марте месяце 42-го года объявление было по городу, что все жители города должны явиться в комендатуру за регистрацией с паспортами. И вот мы явились туда с паспортом. Меня посмотрели и паспорт оставили у себя. До такого-то числа явиться на вокзал, отправят меня в Германию, увезут. На работы в Германию молодежь увозили. Я попал на одну фабрику такую небольшую. Деревообделочная фабрика была, она мебель выпускала, маленькая фабрика частная. Ну а во военное время они приспособились, значит, выпускали они что-нибудь там, ящики там для снарядов, для бомб и так далее, это для упаковочная такая материал. И потом 2 цеха сделали механических, поставили токарные станки, все, и делали полностью гранату. И вот меня определили в этот механический. Сначала там какие-то траншеи рыл, что-то такое там, грязной работой всякой занимался. А потом меня там определяли. Там рабочий день был к 7 часам мы
приходили в цех и начинали работу. 8:30, 20 минут перерыв нам делали, привозили завтрак. В 12 часов 25 минут перерыва на обед и до 6 вечера. В субботу работали полдня. Война шла, а поработали там полдня немцы. Интересно. А в воскресенье, конечно, не работали. Вот когда уже наши войска стали подходить с Польшей, стали подходить к границам немцев, мы решили идти навстречу своим, бросили все. Мы уже сводили свободно там, куда хотел, ходил, свободно, не в рабочее время. Поэтому я там и в кино ходил. И мы пошли туда, пешочком туда, навстречу нашим войскам. И потом там вот приблизительно, это уже было в марте, наверное, 45-го года, в начале марта. Мы подошли там и встретились с нашими войсками. Нас сразу там СМЕРШ, такая организация КГБшникая была, проверили, составили анкеты и сразу в армию. Кто пожилые были, тех домой отправляли. А нас сразу переодели в армию. И мы двинули опять на Берлин. Не написано, но я так поминаю, что это приблизительно 10 или 11 мая, то есть через 3 дня после победы. Это в Берлине. Мы там в Берлине пробыли только до сентября месяца. С Берлина нашу часть перевели на Эльбу. Это в 70 километрах от Гамбурга. И вот мы на Эльбе, там наша часть стояла, там я и служил весь до конца 45-й и весь полностью 46-й год. И даже начало 47-го. Приехал я в Москву. Ну и что делать? У меня 9 классов образования. Как мне быть? Куда мне идти? Сдал экзамены за 10 класс. И пошел я в этот МИИТ, Московский институт инженеров транспорта, это на улице Образцова. Все нормально шло у меня там, как полагается. И вот в 49-м году, в это 9 марта, я, значит, после учебы, с утра уже оделся вот так, как полагается, потому что у нас абонемент у нее, и у меня был абонемент в этот самый большой зал консерваторию. Мы там на лекции ходили. Мы с ней встретились и пошли в консерваторию. Ну, лекция прошла очень быстро. Ну, билеты у нас были там на галерку, самые дешевые. Потом я вышел оттуда, проводил ее, а она жила на Миусской площади, там барак был учителей, у нее мама учительница, они там комнату занимали, она с мамой жила. Проводил ее, вышел с Миусской площади, в переулок стал выходить на Лесную улицу. Вдруг около останавливается машина легковая, выходит оттуда человек, правда, он был в сапогах, но в пальто, в кепке, подходит: «Вы Беликов?» Я говорю: «Я Беликов, да». «Пойдемте, пожалуйста, с нами. Надо тут кое-что выяснить». Я говорю: «Так уже время много, а уже было 11 часов вечера». Он говорит: «Не беспокойтесь, мы вас отвезем домой». Я ничего не думал. Смотрю, он открывает заднюю дверь, там один сидит. Я тут сел, и тут еще один сел с этой стороны. А он сел там рядом с шофером. Вот он там выехал туда, прям на тротуар заехал к самому подъезду. Остановился, мы вышли, заходим в подъезд. Не главный вход, а с подъезда, там бокового. Зашли, подходим к лифту. Там женщина в сером халате, пожилая, дежурит. Заходим в лифт, он говорит: 7-й этаж. Нажимает кнопку, едем. И вот обратил внимание эта женщина на меня, такими глазами посмотрела, у меня как что-то такое оборвалось.
Почему я даже не могу это... Мысли еще никакой не было. Там об аресте, что-нибудь. Но вот что-то такое, такой взгляд у нее был, у этой женщины. Поднялись на 7-й этаж. Оказывается, на 7-м этаже находился Главное управление КГБ на транспорте. Я как по транспорту проходил, как с института. Заходим в кабинет, подполковник один, еще один подполковник, кабинет большой. А, Виталий Анатольевич, заходите, пожалуйста. Жмут мне руку. Я в недоумении. Сел, я все сидел. Ну вот мы вас пригласили, привезли, а не пригласили, чтобы вы с нами откровенно с нами объяснились, что вас смущает, что вам нравится, что вам не нравится, о чем ваши студенты там разговаривают. Я потом уже понял, что если бы я клюнул на это дело и сказал бы, например, наши студенты критикуют советскую власть, меня бы точно выпустили, но завербовали бы стукачом бы. Вот мне так мысль такая была. А я ему стал говорить, да как о чем мы говорим? О студенческих делах о чем мы можем говорить? Как скорее сессию сдать, да как чертежи сдать там на черталку, потом как на практике там с нивелирами этими, теодолитами там поработать. Но вот вы с нами не откровенны. А время-то идет. Смотрю, он звонит по телефону, приходит какая-то женщина, приносит нам чай и бутерброды с колбасой. И мне тоже угостили. Ну, потом еще беседовали, все они мне вот на эту тему. Расскажите откровенно, расскажите откровенно. Ну, потом уже, наверное, в час или в 2. Ну, ложитесь тут, отдыхайте. Ну, я расположился на диване. Они ушли. И я уснул. Потом мне что-то будет. Посмотрел на часы, было 6 часов утра. Лейтенант стоит какой-то. Говорит, вот ордер на ваш арест, так что собирайтесь. Меня в марте посадили, а я получил этот самый приговор, получил только в начале ноября. Мой следователь, старший лейтенант, интересный, моего возраста, тоже 24-го. Вот он приходит, меня, значит, пришел на допрос, приехал, да, в железнодорожной форме, и отличник железнодорожный, еще и значок у него тут висит. Думаю, ну, может быть, когда-то служил там, или они так туют. Другой раз приезжаю, он в летной форме. Летчика форма у него, лейтенант тоже погоны. Я у него спрашиваю, у вас как форма? А у меня таких форм, говорит, целая гардероб. Я могу любую форму, говорит, одевать. Он, ну, поговорим, как там у тебя в камере, не обижают тебя? Такие вот вопросы такие. Я говорю, я ничего не буду говорить, я хочу закурить. Вот он со мной беседует на разные темы, да? А потом проходит час-полтора. Я сижу молча, а он пишет, он составляет протокол. Полагается-то как? Протокол, вопрос, и я должен написать ответ. А он пишет вопрос, ответ, составляет протокол. А потом мне подносит подписывать. Я читаю, я говорю, да я такого не говорил. Тут же написано, протокол составлен с моих слов, и я подписываю. А, так ты еще не хочешь подписывать, милый мой? Вызывает этого, который дежурный меня привел, отдает ему бумажку, тот меня ведет, и ведет меня не во двор, а ведет меня в карцер. Выписал мне карцера 5 суток. Вейсман, вот, вспомнил фамилию его-то. Вейсман был, студент у нас такой. Я потом выяснил, он сказал, что когда мы входили вот этой группой студентов, занимались в аудиториях отдельных,
там шел разговор, и ты рассказывал, я рассказывал о том, как в Германии живут немцы. Он сидит, голову опустил, он ни разу даже голову не поднял, на меня не посмотрел, сидит вот так вот. Он, оказывается, был стукачом завербованный, был стукач. И он спрашивает, ну вот вы вели разговоры? Он, да, разговоры о Германии шли, он рассказывал о том, как он служил в Германии там. А о чем он говорил, что немцы лучше живут, чем мы живем? Он молчит, он меня. Я говорю, я таких вещей не мог говорить. Я говорил только то, что я видел, то я и говорил. А там хвалить или свое мнение я не высказывал. Пускай он скажет, что я оценки давал или не давал оценок. А тот молчит, потом. Нет, но он оценки не давал, он только рассказывал. Вот это было, так сказать, мотивом моей посадки. И вот наступил такой день, когда меня, значит, на допрос, то не вызывали, не звали, то говорит, на допрос. Ну, повели. Смотрю, ведут не туда, куда обычно. Заводят в кабинет. Сидит за письменным столом полковник КГБ. Я захожу, он не завел. И он предлагает кресло вот одно и второе около письменного стола. Не там, вот кресло. Я сел в кресло. А около него, значит, тут пачка бумажек, и тут пачка бумажек вот такого размера. Вот. Он берет одну пачку эту, смотрит и читает мне. Такого-то числа состоялось особое совещание КГБ, на котором вам вынесен приговор 10 лет исправительно-трудовых лагерей. Вот что я вам объявил, вы, пожалуйста, распишитесь. Я говорю, а суд где? А это и есть, говорит, суд. А мне следователь врал, что будет суд, тебе дадут этого защитника. Я, значит, на обороте пишу, читал и расписался. И меня уже повели, в камеру не повели, а повели на первом этаже побольше камера, там было 6, по-моему, кровать, там уже было людей, и меня 6-го привели. Только меня туда запустили, а там уже сидят. Сколько дали тебе? Я говорю, 10 лет. Ну, счастливчик. Я говорю, ничего себе, счастливчик. Я говорю, почему счастливчик? А у нас тут, смотри, этот 25, этот 15, этот 20. Я был, значит, на втором, на 19-м, на подкомандировке 19-го и потом на 17-м. Вернее, не на 17-м не было, командировка 17-го Березовка. Вот такой тоже маленький лагпункт лесоповальный. Там я побыл, оттуда я пошел уже на освобождение. Я в ночную смену-то работал, значит, я пришел с ночной смены и сижу в бараке. А в это время в 7 часов развод. Это, значит, выходят все перед воротами, выход туда. И проходная здесь. Это так, на каждом лагпункте такая штука. Все эти побригадно все выстраиваются. Стоит нарядчик, учетчик тут, и они по порядку выпускают, записывают, сколько там конвой же принимает дальше и идет, ведут их в лес. И вот выступили, а над воротами висит огромный, знаете, такой вот репродуктор такой, обычно вешают, такой большой. Там радио работало. И вот 5 марта только еще ворота не открыли, а Левитан вдруг объявляет последнее известие. А народ все стоит, ждет тут. Заключенные же вышли, на работу вести. Объявление, он таким тоном говорит, 5 марта в такой-то часу скончался великий там вождь народов Иосиф Виссарионович Сталин.
800 человек «Ура!» и стали все шапки подбрасывать вверх. И начальник был, кто открыл ворота, а тот сразу закрыли ворота, не знал, что делать. Тут было это сплошное, это и заключенные, и эти самые, и уголовники тоже кричали «Ура!», потому что не знали, раз такое будет, обязательно будет и амнистия, и все будет. Перемены будут обязательно. И вот это, потом прошло некоторое время, и ворота открылись, и вышли, прошли ворота. Ну, а мы потом, пропускники, которые они потом выходят. Я вышел по пропуску, выхожу, подхожу, а мне там мой пропуск выдают, я только номер говорю, мне выдают. Смотрю, начальник стоит, Чупраков его фамилия, помню, старший лейтенант. Я подхожу, как обычно, здравствуйте, товарищ начальник, положено, так было. Он говорит, как же мы теперь будем жить? Он говорит. Я ничего не ответил, пошел дальше. Думаю, ну, в общем, потом действительно была объявлена тут же амнистия. Но амнистия только для тех, у кого срок был до 5 лет. А с политическими заключенными таких сроков ни у кого не было, поэтому они все остались. А вот уголовники-то все и пошли. И главное вот что. Тут же сразу начались пересмотры дел. А это, которые пересматривали дела, они все вот эти вот 58-ю статью, вот эти вот десятилетники, все, особенно особое совещание, сразу давали справку об реабилитации, получали все. И я ждал, что ко мне тоже, я же ведь на 17-м лапуте, что ко мне подъедут сюда. А меня вдруг вызывают, у тебя конец срока, зачеты рабочих дней, все тебя, я, говорит, начальник мне говорит, я тебе не имею права ни одного дня держать. И я получил паспорт там же, на этом первом лагпункте, в котором написано, паспорт выдан на основании справки номер такой-то. Все. А это уже сигнал, что тебя нигде не пропишут, что это заключенный. Бесправный, так сказать, человек. Я с таким паспортом в Москву приехал. Вот это к освобождению, вот это да, это именно перед освобождением. Я вот сбрил бороду, а потом пошел на... А рыжая борода у меня интересная была какая. А кто делал эту фотографию? А это один из заключенных, тоже он уже аппарат приобрел, там все. И он там сделал снимку. У меня где-то там снимки есть, там некоторые, но там везде с бородой.